Всем привет, дорогие зрители, подписчики, а также гости моего канала. Я сегодня хочу рассказать о новинках на моем винограднике, которые я привил в этом году. На некоторых завязались сигнальные грозди, и я о них сегодня хочу рассказать. Первым, то, что я хочу рассказать, данный куст винограда, видим, молодой. На нем было сделано 4 прививки, видим, да, 1, 2, 3, 4. И основной побег после прививки, видим, положили горизонтально. И с помощью пасынков я набрал то количество зеленых побегов, которые осенью, чтобы были соответствующего диаметра, чтобы они не жировали. Если бы я традиционным методом оставлял бы один центральный побег, а все пасынки удалял, то куст, зеленый побег, был бы достаточно длинным и в конце концов оказался бы жирующим. Но сегодня речь пойдет о прививках. В данном случае это сорт японской селекции Shine Muscat. Он очень интересен из-за своих вкусовых качеств. Японцы его простригают, оставляют где-то порядка 45 ягод на одной грозди, для того, чтобы ягоды получали больше питания и они увеличивались в размере. И также они обрабатывают его гиберелином, чтобы получить без косточек. Я гиберелином обрабатывать не буду, лишь немножко простриг и придал форму. Давайте пройдем. Следующий сорт японской селекции под названием Ruby Roman. Видим, да, у него форма листьев необычные. Здесь, видим, она черешковая выемка, здесь она открытая, здесь она U-образная. Видим, завязалось несколько ягод. Вообще, все прививки в этом году цветения попались в очень ужасные условия, так как стояла жара плюс 38, сильный ветер. В общем, неблагоприятные условия для цветения. Я рад, что хоть несколько ягодок завязалось. Вообще, сорт Ruby Roman уникален и интересен тем, что имеет рубиновый цвет, круглые такие шаровидные ягоды до 20 грамм. Точно так же его японцы обрабатывают гиберелином, чтобы получить без косточек. Я ничего обрабатывать не буду, я посмотрю, как получится в естественных условиях. Вообще у японцев данный сорт имеет грозди где-то 500-700 грамм. Сорт довольно-таки уникален, требует определенной агротехники, чтобы получить приятный рубиновый цвет. Но будем смотреть, изучать, что получится с данного затеи. Следующие новинки, о которых я хочу сегодня рассказать, это американский кишмиш, кишмиш Пандора. Видим, что точно так же я с помощью побегов набрал определенное количество побегов, чтобы они не жировали и чтобы были не слишком толстыми. Точно так же цветение было в очень ужасных условиях. Видим, завязалась сигнальная гроздь. Сорт интересен тем, что входит в один из самых крупноплодных кишмишей в мире. То есть ягода в обычных условиях без никаких обработок достигает до 20 грамм. Следующая новинка, о которой я сегодня хочу рассказать, это Sweet Globe. Это точно так же американский кишмиш. Имеет желтые круглые шаровидные ягоды. Видим, точно так же завязалось несколько ягод. Сорт интересен тем, что имеет необычный вкус. Входит в наиболее 6 по вкусовым качествам в Америке. И еще хочу рассказать несколько о зарубежной селекции, в частности американской селекции. Там немножко отличается возделывание винограда, нежели у нас. Там больше всего сорта после того, как соответствуют определенным заявленным характеристикам, чтобы для определенной шпалеры, после этого только выпускается в свет. Следующие новинки, которые засигналили, о которых я хочу рассказать, это Красная Леди. Видим, точно так же завязалась небольшая гроздочка. Да? Видим, ягоды у него удлиненной формы будет. Посмотрим. После полного созревания я расскажу более
подробно. Следующая форма, которая тоже новинка на моем винограднике. Может быть, для некоторых это не новинка. В данном случае флагман. Видим, у него ягоды удлиненные. После полного созревания точно так же я сниму. Давайте пройдем немножко в другое место. Там тоже есть некоторые формы, о которых я хочу сегодня рассказать. Следующая сигнальная гроздь на прививке этого года. В данном случае это шелковичный. Видим удлиненные пальчиковидные ягоды, которые будут очень интересными. После полного созревания обязательно сниму. Следующая форма это Калугина Виктора Михайловича под названием дамский угодник. Видим, что уже ягоды по своему размеру, да, соответствуют. То есть ягоды будут очень удлиненные. Посмотрим после полного созревания, что получится. Давайте пройдем к другой прививке. Следующая новинка, которая действительно меня поразила в этом году из-за своей обильной урожайности. То есть на каждом зеленом побеге было до 4 соцветий. В данном случае этот сорт называется не сорт, а гибридная форма, называется Рубин Луганский. То есть будет достаточно очень урожайная форма после полного созревания. Точно так же посмотрим. Опять же повторяюсь, все новинки цвели в очень ужасных условиях. У нас где-то порядка 3 недель стояла жаркая погода, дул сильный сухой ветер, то есть достаточно плохие условия для цветения. Смотрим, следующая новинка. Ну, как новинка, может для некоторых она не новинка. В данном случае это Эмир. Да, видим, у него достаточно хорошее опыление. Посмотрим, что получится. Но Эмир наряду как торнадо, это самые вкусняшки у Виктора Михайловича Калугина. Следующая форма, которая точно также меня очень поразила, это бананчик розовый. Посмотрим, довольно-таки крупные грозди получаются. Ягоды будут пальчиковидные. И опять же, про все данные новинки я после полного созревания я сниму видеоролик. И также спрашивают у меня, задают вопросы, почему некоторые позиции у меня на каталоге находятся в красном цвете и нет цен. После соответствия заявленных позиций, соответствия сорта, я обязательно укажу и цены, и вы увидите. Но это будет ближе к концу августа. Это все, что я сегодня хотел рассказать. Всем пока, до новых видео.